Вы удивитесь, но аниме «Хвост феи» было неплохо так зацензурено относительно первого источника. Ты чё, Стил, с ума сошел? Там же есть такое, и даже вот такое. Я сейчас говорю не про постоянное оголение в кадре, шутки ниже пояса и так далее. Это все осталось. Отцензурирована была кровь и увечья. Вы даже не догадываетесь о том, каков настоящий фетиш мангаки «Хвоста феи» Хиро Машимы. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю не только про реинкарнацию безработного. Как я уже сказал, аниме «Хвост феи» очень сильно зацензурено. Просто ради примера поглядите на эти две сцены. Вот Нацу огреб от драконьего дыхания Гажела и теперь выглядит как подушка для иголок. Примерно так же выглядел, например, Ичиго из Блича от попадания Сенбанзакуры. А вот тут уже Гажел словил меч рукой вдоль. Сравните с аниме, кстати. И именно из-за этой телевизионной цензуры на кровь и ранения вы, наверное, и не знаете, что Хиро Машима просто обожает пырять своих персонажей. Обычные ножи и другое клинковое оружие частенько оказывается в руках чистокровных магов, и они делают с ними всякое. Хотя, казалось бы, мир Хвоста феи — это мир волшебства. Любой бандит может купить себе магический дробовик, а мечами пользуются только настоящие профессионалы. Кроме того, почти у всех таких сцен есть одна общая черта, но об этом чуть дальше. И раз уж я упомянул Блич, то у Тайтакуба, например, есть куда более очевидный фетиш на отрубленные руки. Но младший брат Большой Тройки даже в этом младший. Тем не менее, студии пришлось очень хитро выкручиваться, чтобы замаскировать такие сцены. И давайте к ним и перейдем. И пыряние номер 1 происходит буквально в самом начале аниме, в арке с Колыбельной. Ветряной маг Эригор задумал убить мастеров светлых гильдий на собрании, но ему на хвост сели хвостатые феи. Он заманивает их на станцию Клевер и дает распоряжение Кагияме удержать Эльзу, Нацу, Грея, Люси и кота как можно дольше, а снаружи станции Эригор ставит ветряной барьер, чтобы они не смогли выбраться. Однако он недооценил силу хвоста феи, и вскоре вся темная гильдия Леденящий лес была уничтожена, кроме Караки, которому уже поверженный член гильдии поручает убить Каге, который в теории смог бы снять ветряной барьер. И в манге Карака наносит удар в спину Каге ножом, потому что его магия не боевая и предназначена для разведки. И судя по литере К на рукояти, это его личный нож, предназначенный для самозащиты. Нам показывают крупным планом и ранение, и то, как нож торчит в спине. Аниме же дети смотрят, поэтому Карака наносит удар Кагияме при помощи своей небоевой магии проникания сквозь предметы. Кто-то вообще при просмотре задумывался о том, почему его магия внезапно начала наносить урон. Но попытка цензуры, конечно, топовая. Кстати, вот так выглядит рука Эльзы после соприкосновения с ветряной стеной по манге. Пыряние номер 2. Арка «Проклятый остров Галуна». Когда наши герои узнают настоящий секрет проклятия Галуны, завязываются бои, в том числе и бой двух бывших учеников У, Грея и Леона. Грей пытается образумить Беловолосого, рассказывая о том, что глыба льда, в которой запечатан Делиора, это и есть их старый учитель. И в манге Леон наносит удар удар из-под тишка, но в живот. В аниме это зацензурили, сделав так, будто бы он прокастовал ледяного тигра прямо сквозь тело Грея. Однако у меня все еще есть вопрос, где Леон прятал прям настолько длинный меч, ведь на других фреймах его не видно. Косяк мангаки. Пыряние номер 3 не произошло, но рассказать о нем стоит. Арка про гильдию Призрачный Владыка. Мастер гильдии Жозе нападает на хвост феи и крадет Люси по заданию от ее отца. Когда же все хвостатые феечки во главе с Макаровым приходят на Махач, Жозе угрожает убить Люси, правильно, снова ножичком. Именно этого и испугался Макаров, отвлекся и пропустил нападение от Выся, мага воздуха. В аниме же Жозе угрожает своим волшебством. Его силу мы еще не знаем, не можем оценить степень угрозы и так далее, и поэтому сцена выглядит хуже. Следующее пыряние происходит сильно позже по сюжету, в арке про 6 просящих. Для уничтожения этой темной гильдии светлые гильдии собрали союз. Союз в сборе, цель определена, и все толпой ринулись на Махач. Все, кроме Наноча и Джуры. После небольшого экскурса в титулование святых магов, Наноч, а точнее Звездный Дух-Близнецы, вскрывает пробирку с парфюмом, который действует как жесточайшая пытка. Джура скручивается в конвульсиях и таким образом выбывает
выбывает из битвы. В манге же близнецы проткнули Джуру насквозь очень длинным ножом. Да, его потом перебинтовал уже настоящий на ночь, но даже святому магу тяжело полноценно сражаться, когда у него в пузе здоровенная дыра. Именно поэтому, несмотря на огромную силу, Джура в манге почти не принимал участия в последующих битвах. В аниме же боль после пытки улетучилась благодаря парфюму Наноча, и тем самым мощь Джуры значительно преуменьшена. А вот мощь поддержки тех, кто подписался на мой бусти, сложно переоценить, ведь они получают контент раньше и без ютубовской цензуры, а еще имеют доступ к реакциям на аниме. Поддержи канал по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже так сделал, а мы продолжаем. Цензура номер 5, и происходит она буквально в следующей же серии. Гонщик по приказу мозга доставляет тело Жерара в пещеру, куда злодеи утащили Венди. Мозг сперва пытается уговорить маленькую девочку исцелить Жерара, а потом достает нож и бьет им рядом с горлом мага звезд. Венди пугается и поддается на манипуляцию. В манге же мозг был не настолько добрым, и для демонстрации своих намерений он засадил нож в руку Жерара по самую рукоять. Дальше Жерар ходил с целехонькой рукой, а значит так нам мангака еще и демонстрировал то, что Венди может лечить даже серьезные раны, чего в аниме не показывается. Цензура номер 6, и она снова происходит в следующей серии. После завязки сюжета арки все персонажи разбиваются на пары, а злодею с погонялом гонщик достается сразу два оппонента — Грей и Леон. Между ними начинается перепалка, и Леон замораживает союзника в глыбе льда и пытается в одно лицо справиться с магом скорости, но тот его переигрывает. Прижав Леона, гонщик выдает классическую тираду злодея перед поражением, а потом отламывает сосульку и угрожает Леону убийством. Тем временем в манге, ну да, вы уже и сами все поняли. Гонщик приставил к горлу Леона нож. Честно, я не знаю, почему в хвосте феи так старательно цензурят холодное оружие, но факт есть факт. В манге же гонщик понтовался тем, что для убийства других магов он носит с собой всего лишь нож, ведь никто не сможет обойти его по скорости. Стало быть, и никаких суперзаклинаний ему учить не нужно. Пыряние номер 7 происходит еще через 50 серий, и оно резко отличается от предыдущих. Как вы уже поняли, фетиш Хиромашимы не только в ножевых ранах, но и в том, чтобы выдавать сей острый предмет только злодеям, чтобы они творили свои злодейства, мучили хороших людей и били в спину. Эта сцена не такая. Арка про остров Небесного Волка, на котором происходил экзамен на звание старшего волшебника. Однако во время экзамена на остров нападает темная гильдия Сердца Чернокнижья. После череды драк происходит бой Грея со Слезулой, дочерью его наставницы У. Грей как следует навалял любительнице носить боди с колготками, и они вдвоем с Миледи, поверженные, но живые, уплывают с острова. Здесь Слезула кается Миледи в том, что она подобрала ее еще ребенком, только потому, что она осталась единственной выжившей, после того, как сама Слезула стерла с лица земли ее родной город. И Слезула, пусть даже не с японской фамилией Млекович, решает поступить как самурай. В аниме она создает подобие меча, протыкает себя и мгновенно развеивает магию. Выглядит эта попытка цензуры, честно говоря, очень убого. В манге же у нее не было никаких магических сил после боя с Греем, и она никак не могла создавать оружие, поэтому без затей применила для своей задумки обычный нож. Где-то на этом этапе реализм заканчивается, и они еще очень долго плавают в море. Соленая вода и открытая рана. Что может пойти не так? Впрочем, это аниме, тут все возможно. Цензура номер 8 происходит уже в арке больших волшебных игр. Соревнование почти кончается, и судьба сводит в бою двух сильных мечниц — Эльзу и Кагуру. После стычки и обменом воспоминаниями оказывается, что Кагура — сестра Симона, а он как бы погиб из-за Эльзы, но при этом Эльза спасла саму Кагуру еще в детстве, и вот это вот все. По итогу Эльза спасает Кагуру от падающей колонны, та ее благодарит и получает удар в спину от поджидавшей удобного момента Минервы. Сам момент удара в аниме зацензурили, при этом впервые нарисовав кровь на острие меча. Правда, эта кровь выглядит как красная смола, а одежда на спине Кагуры абсолютно целая. Надо ли говорить, что в манге этому моменту посвящена целая шикарно нарисованная страница? Ну вы и сами ее сейчас видите. Кстати, скажите, в какой из двух версий ноги Эльзы больше похожи на ноги только что придавленные каменной колонной? То-то и оно.
А вот сцена номер 9 в аниме по какой-то причине не зацензурена. Это произошло сильно позже больших волшебных игр в арке Тартара. Бывший председатель совета поддается на уговоры демонов Тартара и предает совет магов, дабы заполучить ключ к оружию массового поражения. Чтобы распечатать ключ, нужно убить его владельца. Председатель хочет передать ключ абсолютно рандомному человеку, чтобы затем его убить. Но к чему такие сложности? Усила действует максимально рационально и просто бьет в спину своим когтем самого председателя Кроуфорда. И в аниме, что удивительно, эту рану даже не пытаются замаскировать. Нарисована и кровь на конце когтя, и окровавленное входное отверстие на лежащем старикане. Почему конкретно эта сцена среди всех не зацензурена, мне неизвестно. А завершим мы все 10-й сценой, которая происходит уже в 3-м сезоне. И она тоже не зацензурена. Я не знаю, что произошло, но во 2-м и особенно 3-м сезоне студии будто бы развязали руки в плане демонстрации крови. И если все предыдущие разы Хиро Машима показывал нам, что удар из-под тишка почти всегда ведет к проигрышу или выведению из боя соперника, то здесь он жестко обламывает читателя. Я говорю про сцену переговоров между Нацу, Люси, Местом и Маха со стороны хвоста феи и верховным магом Сприганов Августом. По крайней мере, встреча внучки и деда выглядит именно как доброе воссоединение. До тех пор, пока Мест не изменяет воспоминания Маха и не заставляет ту зарезать своего деда. Казалось бы, все. Нам в манге не раз показывали, как применение ножа ставит крест на противнике. Но мангака переигрывает читателя, и Август не только не умирает, но и включает свои силы на максимум, одновременно говоря внучке: «Ну что, теперь ты видишь, на какие грязные приемы готовы пойти те, кому ты доверилась?» После чего кастует настолько мощное заклинание, что его отголоски видно за километры. Отличный обман ожиданий, но в аниме это не настолько сильно чувствуется, как минимум из-за того, что в 1-м сезоне все ножи были зацензурены подчистую. Ну вот, я вам и рассказал про фетиш мангаки, который так и не был полноценно показан в аниме. А еще показал оригинальные, бесцензурные варианты сцен из манги. Обязательно пишите в комментариях про ваши отношения к цензуре. Стоит ли продолжать рассказывать про такие изменения, или может сделать разбор какого-то определенного персонажа, типа Эльзы. Не забывайте, что вам стоит пересмотреть другие ролики в плейлисте по хвосту феи. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока. Уже после монтажа вспомнил еще один эпизод, отлично подтверждающий мою теорию. Во флешбеке, который Водолей показывает Люси и Маха, Золди убивает мать Маха как раз таки ножом в спину, а в аниме эту рану старательно не показывают. Вот теперь точно всем пока.